Наконец-то дошли руки сделать шумоизоляцию потолка. Ну и так как нужно часть багажника разбирать, делаем также и обработаем багажник. Сейчас более подробно по разбору салона и по материалам, какие будем использовать. Извиняюсь за шум, так как лифт используется и отопителем у нас в гараже. Стоит на зарядке и обогревает салон, весь гараж. Буквально за 10 минут температура поднялась до рабочей, комфортной. Так что еще плюсы электромобиля в эксплуатации. Для шумоизоляции потолка буду использовать СТП Аэро 2 мм. Для багажника СТП ГБ 2 мм. Так, и это вибра у нас получается. По шумо-теплоизоляции на потолок вспененную резину, также СТПшную 8-миллиметровую. И взял, в наличии был только один лист, поэтому взял еще 6-миллиметровую вспененную. И также бимаст есть рифленый и на багажник 10-миллиметровый. Это все материалы, которые будем делать в салон. Сейчас приступаем к разборке салона. Чтобы удобнее, у нас уже была попытка разбора потолка, но мы уперлись в то, что нужно и разбирать, и снимать вот эти панели. Поэтому мы решили совместить и уже полностью сделать потолок с багажником. Поэтому начинаем сейчас с разбора, с демонтажа панелей, верхнюю и нижнюю часть, ну и всех закрывающих. Сначала снимаем клипсы коврика. Легко снимается такой лопаткой. Клипса выглядит таким образом. Освобождаем пространство с домкратом, где основная ниша, где лежит весь необходимый для лифовода инструмент. Дальше снимаем резинку. Легче всего ее подцепить сверху. Следующее, снимаем вот эту панель. Всего 2 клипсы. Их подцепляем отверткой. Можно это снять. Просто и дергаем вверх. Держится на 4 металлических клипсах. И здесь крючки. Сейчас она полностью вверх сдергивается. Сейчас, чтобы снять вот эти боковые панели, нужно демонтировать задний ряд сидений. Сейчас разберемся, как его снять. Крепление сидений спрятано под этой заглушкой. Здесь вот на первый взгляд как будто нет за чего подвзяться, но если внимательно на цвет посмотреть, то здесь видно, что там выемка имеется. Поэтому только пластиковой лопаткой, никакими отвертками, иначе поцарапаете пластик. Аккуратно ее подцепляем, и она сама вылетает. Легко. Здесь мы видим крепление на уже наклонной спинки. Крутили мы боковые болтики, они отстегивают спинку. Но еще есть среднее крепление, которое у нас спрятано под сидушкой. Сейчас нужно демонтировать сидушку. Чтобы снять сиденье заднее, нужно поглубже рукой залезть и хватиться ближе к крючку. Конструкция не очень удобная, так как сиденье, часть оно вот сюда утоплено.
И саму крючок очень, ну, как бы глубоко сидит. Короче, дергайте сильнее, Да, не дергайте бойтесь. сильнее, не бойтесь. Но аккуратнее, не забывайте, если у вас комплектация с обогревом, отключите обогрев. И еще здесь фишку сейчас надо снять. Теперь у нас появился доступ к креплению среднему задних спинок. Включаем их и достаем задние спинки. Начинаются ниссановские приколы. Обычно, ну, на той же Тойоте, как обычно, я сравниваю. Там 12, 14, 17, 19 такие все болты. Ну и мелкие там все десятки. Здесь же размер идет 16. И откручиваем еще средний ремень. Да, сняли резинку. Отстегнуть порог. Вот, смотри, вот крючок такой вот. Вот, помнишь, мы его ломали? Потому что не могли вытащить эту херню. На себя и вниз. Ну да. Переходим к потолку. Начинаем с козырьков. Здесь просто два самореза. Этот фиксатор просто поворачивается в бок и выдергивается. Дальше резинку снимаем. Снимаем уплотнительную резинку, чтобы нам отстегнуть. Тут паз, подстегиваем его лопаткой. Отстегнули стойку. Но чтобы ее снять, здесь пластиковый такой уголок, который неудобно снимать. Попробуем сначала без него достать потолок. Если не получится, то будем уже отстегивать все-таки. Сейчас как снять ручки пассажиров. Здесь вот такой идет заглушка вверху. С потолка сложно увидеть. Здесь идет язычок, и его каким-нибудь крючком отжимаете, он легко снимается вверх. Таким образом. Взять. Отжали. Вот, достали. Уже второй. Ручка достается. Ручка держится на таких металлических фиксаторах. Трудность зацепить сразу второе усико. Таким Короче, образом снимать достать. губцами надо. Эти фиксаторы убираем для того, чтобы на них потолок не повис и не мешало в снятии обшивки. Плафон сначала той же лопаткой отстегивается крышка. Лучше снять лампочку. И потом вот эти фиксаторы скидываете внутрь.
и просто тянет на себя. Провод здесь короткий, аккуратно с кабелем. Решил все-таки снять стойки тонкогубцами. Проворачиваем и достаем. Вот этот крючок надо будет вот так вот развернуть, и накладка отстегнется. Так, боковушки, боковые стойки снимаем панели. Сначала нижняя, да? Угу. На заклепках. Долго разбираясь, как снять нам среднюю вот эту обшивку. Вопрос следующий. Нужно добраться до болта, он под заглушками. Что получается? Чтобы ее сдернуть, нужно оттянуть фиксатор, который ползунок стопорит. Тоже просто пальцем отстегиваем вот эту заглушку. Вот. Покажи на снятой, что именно там держит. Да. У нас в разобранном виде. Ее снимать не нужно нам. Вот мы подстегнули, и вот эти стопоры, их уже таким образом раздвигаем. Чтобы кнопка у нас прошла вовнутрь. Таким вот образом. И обратно также будет она одеваться. Но не получилось у нас так снять. Опять сдернулась вместе с кнопкой. Теперь надо вытащить вот эту верхнюю клипсу. Для этого надо сжать. Можно тонкогубцами. По центральному плафону, значит, он крепится вот на такой вот липучке. Просто отверточкой подковыриваете и отстегиваете. Потолок оставляем в салоне, потому что, чтобы нам не снимать всю вот эту проводку, так как клипсы одноразовые, здесь часть просто проводки, которая закреплена была, просто на изоленте ее, ну, изоленту убрали, чтобы потолок можно было подать вперед. В основном доступ, ну, там из дверей сбоку проклеим, а остальное с багажника легко все достать нам. Ну и прикольно то, что он фольгированный идет сам. Уже это интересно, в первый раз такое вижу. Начинаем процесс нанесения шумоизоляции. Обезжириваем. Заканчиваем клеить вибру. Виброизоляция СТП Аэро. Какой толщины? Ушко. 2 миллиметра. И потом сверху будет что? Теплоизоляция. Полностью проклеили потолок. Теплоизоляция. Одного листа, соответственно, не хватило нам. Наперед уже потоньше лист пошел. И сейчас можно собирать потолок. На обшивку у нас еще пространство есть, позволяет. Да, этот материал очень сильно сжимается. Достаточно одного листочка вот так вот положить нам именно для шумоизоляции. Аккуратно так красиво ложится. Ничего не резать не надо. Одним листом. Все. Собираем потолок. Сейчас, подожди. Собираем потолок в обратном порядке. Сначала прихватили сзади на 2 клипсы, чтобы он держался на весу.
Затем два пистона. Здесь две заклепки, на них просто защелкивается. И тут липучка, ее просто посильнее придавить. ну и вот где козырьки прихватили тоже на клипсы, чтобы потолок не падал. Так, теперь собираем ручки. Так, ручки собираются. Ставим вот эти пружинки сначала. Тут есть прорези. То есть вот они должны вот так вот встать. Так. Фонарик, наверное, лучше. И затем просто защелкиваем. И вставляем вот эти вот заглушечки, фиксаторы. Все, ручка собрана. Все, потолок у нас собран. И какие нюансы по сборке? Внимательно по средней, верхней светлой стойке. Одну по-любому нужно снимать, вторую лучше не трогать, потому что ломается крепление. Оно хрупкое. Ну и работать с чистыми руками его собирать, потому что он светлый, придется его чистить, уляпаете. В принципе, собираться все, но остальное все легко собирается, ничего сложного нет. Соответственно, осталась шумовиброизоляция, еще несколько материала. И остатками сейчас закидаем багажник, так как там уже пустота под пол, особо смысла не вижу, так как там еще батарейка. Ну Арки. и арки еще обработаем. И хотя бы пару листочков внутрь туда вот, наружное крыло. Также проклеим. Что у нас на часах 9 час вечера, начали мы в 10 утра, провозились, получается, 10 часов мы с автомобилем. За это время сделали полностью шумоизоляцию потолка, сделали багажник, арки, проклеили шумкой также и пластиковые панели салона, все собрали. Также хватило сил и времени у нас еще снять ETC. Это карточки, под карточки платных дорог Японии. Она постоянно ругалась не на нашем, надоело, поэтому ее вырезали. Причем не повредили, все как от штатки отсоединили. И все. Также поставили USB-шник. Пришлось штатные все заглушки резать, а сам USB он был для тойотовского разъема под тойотовскую кнопку. Пришлось из двух одно собрать, но зато теперь все хорошо работает. А еще один момент делали уже не я сам, не мы, а просил ребят, мне установили дневные ходовые огни в цоколь, в поворотнике. Теперь это с двойной функцией у нас лампочки. Так, пару моментов покажу. Что, в принципе, достаточно аккуратно все ребята сделали. Извиняюсь за грязную подкапотку, так как машина межгород проехала. Что мне понравилось? Спрятали они блоки, поставили на металлические там на крыло, чтобы он рассеялось тепло. Все собрали в гофру дополнительную, все на хомутиках, проложили, спрятали, ну, достаточно аккуратно.
Лампочки очень мощные. Также будет ссылка в описании на мои лампы. Включи поворотник. Или аварийку. И сам поворотник очень ярко работает. Все, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Жду от вас лайки, подписки, ну и комментарии по поводу нашей работы. Всем спасибо. Пока.